Привет, ребята! Сегодняшнее видео будет посвящено заточке режущего инструмента. Все мастера прекрасно знают и понимают, что качество изготавливаемых изделий во многом зависит от остроты режущего инструмента. Поэтому этой теме я посвящаю на своем канале достаточно много времени. И расскажу сегодня вам вот о чем. Чем больше я работаю с режущим инструментом, но я сейчас речь буду вести именно о ручном режущем инструменте, тем быстрее он затупляется. И с определенной периодичностью его приходится точить. Способов заточки существует множество. Я выбрал способ ручной заточки с помощью водных камней. В первую очередь заточил лезвия или железки всех рубанков, которые у меня есть. Затем я заточил все стамески, которые имеются в моем арсенале. Кроме вот этих двух биберовских стамесок, которые требуют переточки режущей кромки под другим углом. Все стамески, которые у меня есть, но это в основном комплект стамесок Нарикс коротких и одна стамеска Стэнли, я заточил под угол 30 градусов. А вот эти стамески я хотел переточить под угол 25 градусов и работать с ними исключительно по мягкой древесине. Но изюминкой сегодняшнего видео будет заточка вот этой вот стамески, которую я купил на местной барахолке. Купил я ее за 100 рублей, и она отличается от всех остальных, которые у меня есть, от заводских стамесок, тем, что, на мой взгляд, эта стамеска самодельная. Я могу ошибаться, но если это не самодельная стамеска, то это значит какая-то старая советская стамеска, которая была изготовлена каким-нибудь, ну, не очень популярным заводом, не очень известным заводом. Форма такая очень необычная в этой стамесочке. Ребята, у меня большая просьба. Если кто-то может опознать по профилю вот эту стамеску, скажите, пожалуйста, откуда она, что это такое, самодельная, не самодельная, заводская, чтобы я знал, чем я обладаю. Я хочу попытаться привести эту стамеску в порядок, заточить режущую кромку, выставить ее на угол 30 градусов. И если заточка удастся, если она будет хорошо держать в процессе работы, то я займусь тогда уже оформлением всей стамески. То есть я полностью сделаю под зеркало спинку стамески и поменяю рукоять. Сейчас это какая-то покрашенная краской, обыкновенная какая-то сосновая или березовая рукоять. Она мне не очень нравится, я хочу сделать более прочную, удобную, из лучшей древесины, из более прочной. И, соответственно, уже облагорожу вид всей этой стамески и буду ей работать в дальнейшем. Ну а если заточка не получится, если режущая кромка не поддастся мне, либо она будет плохо держать заточку, ну тогда буду использовать ее для открывания банок с краской. Ширина лезвия этой стамески 31 мм, либо 1 дюйм с четвертью. На моей любимой заточной тележке Veritas я выставил по шкале уровень, ширину 1 дюйм с четвертью, закрепил стамеску, теперь я снимаю и можно уже приступать к точению. Вот таким образом закрепил наждачную бумагу 180 грит и буду обдирать режущую кромку своей стамески. Не удивляйтесь, что вот таким вот образом я это буду делать. Дело в том, что бумага эта, она ленточная, она имеет подложку такую ворсистую для наклейки на липучку, поэтому пользоваться клеем для приклеивания ее на стекло я не могу, поэтому я вот так вот струбцинками ее прижал, но все равно внизу лежит стекло, и заточка будет осуществляться достаточно корректно. Для лучшего скольжения буду сбрызгивать наждачную бумагу обыкновенной ВДшкой. К счастью, мне удалось без чрезмерных усилий ободрать режущую кромку под 30 градусов в этой стамеске. Усилий я много не затратил. И временем тоже много не затратил. Сейчас я буду переходить к следующему этапу. Это выведение спинки, потому что
дальнейшая заточка режущей кромки уже на водных камнях, она невозможна без ровной спинки. Спинку я сейчас уже буду на камнях на самых крупных выводить. Сначала на самых крупных, потом дойду до 4000. Ну, в общем, буду сначала выведу только небольшую часть, то есть не полностью все лезвие, а небольшую часть, где-то половину. Но если стамеска себя хорошо покажет, буду потом в зеркало вводить всю поверхность уже этой спинки. В процессе заточки режущего инструмента камни, конечно же, теряют свою геометрию, их нужно периодически подправлять. Делаю это, как и прежде, с помощью вот такого вот камушка специального для правки камней водных от фирмы Shuichiro. Это не реклама, ребята, это просто информация для тех, кто только начинает заниматься процессом заточки. И вот этим вот камнем, одной и второй стороной, я выправляю все водные камни свои, которые у меня идут с градацией, начиная от 360 грит, вот этот камень, потом 500, 1000, 2000 и 4000 грит соответственно. Для контроля выправления водного камня я наношу координатную сетку карандашом обыкновенным. В процессе выравнивания камней образуется суспензия, которую я смываю из брызгалки водой для того, чтобы посмотреть результат. Вот эта вот нанесенная мною карандашная сетка, она должна полностью исчезнуть. Если мы видим, что сетка в каком-то месте осталась, то значит нужно дальше работать. В данном случае у меня вот в этом месте, практически посередине, осталась сетка, по краям она стерлась. Это означает, что здесь у меня яма. Значит, нужно еще работать. Нажима на камень в процессе работы быть не должно. Производитель рекомендует обрабатывать камни именно вот такими вот возвратно-поступательными движениями. Некоторые говорят, что лучше делать какими-то круговыми движениями, либо восьмеркой какой-то там. Но я действую по инструкции, а инструкция гласит, что нужно действовать возвратно-поступательными движениями. Ну вот можно видеть, что на поверхности не осталось никаких следов карандаша. Это значит, что поверхность ровная. Переворачиваем. И делаем то же самое с другой стороны. И так со всеми камнями, которые имеются в наличии. Трудно, долго, грязно, но ничего не поделаешь. Это заточка. Достаточно сложно понять, как идет процесс обработки, поэтому я нанес тоже вот такую сетку маркером на спинку стамески. Сейчас посмотрю, какие части обрабатываются, какие не обрабатываются, что нужно предпринять. Ну вот видно, что серединка обрабатывается, а вот эти краешки пока еще не затрагиваются. Значит, нужно, наверное, перейти на более крупный абразив. Этот 360 камень пока еще мелковат. Так что я сейчас
делаю паузу, перехожу к заточке моих биберовских стамесок, а эту пока отложу, потому что у меня нет наждачной бумаги, куплю ее и тогда продолжу эту всю эпопею.